Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня такой легкий хобби-влог. Хочу показать пару новинок. Не факт, что прям супер-пупер полезно, но а вдруг кому-то понадобится. Ну, как вы уже видите и поняли, да, я сейчас немножко камеру. Книга очень большая. Муж купил девочкам две вот такие раскраски. Я не буду уже вторую, не стала сюда нести. Да что ж такое, я не влажу в кадр прям. Совсем, к слову. Купил вот такие вот две раскрасочки. Они большие достаточно, да, вот от локтя до фактически до конца пальцев, то есть размер. Она достаточно огромная. Купил им две вот такие раскрасочки пораскрашивать. Мимишки. Супер раскраска, верные друзья. И в ней еще есть 26 наклеек. Тут в серединке было, ну, понятное дело, им попало в руки, они уже ее выдернули. Вот такие наклеечки. Я так и не поняла, нужно разобраться, посмотреть. В книге их нужно вклеивать или просто как бонусом. Были вот такие раскраски. Покупал, по-моему, в красно-белом. Ну и полистаем, вдруг кто-то тоже заинтересуется. Я, по-моему, даже в фикс-прайсе тоже видела эти раскрасочки. Вот такой огромный формат. Деткам самое то. Нашим, наверное, даже еще рановато, но они с удовольствием листают, показывают, рассказывают, да, кто где, кто что делает. Ну, в общем, им в любом случае интересно. Поэтому, ну, я думаю, раскрашивать тем более будет интересно. Вот видите, не влажу в кадр. Она огроменная. Вот такие вот замечательные, просто мимишные иллюстрации. Поэтому, да, у кого особенно, ну, мальчишки тоже, наверное, с удовольствием будут красить, но девочки, наверное, тем более. Поэтому обязательно присмотритесь. Я думаю, даже взрослым можно. Вот я смотрю, некоторые моменты я бы раскрасила. Хороший, добрый мультик, собственно говоря. Ну и, понятное дело, иллюстрации тоже замечательные. Тут вот видите, все эти главные герои. И Кеша, и Тучка, и Лисичка, и Цыпа, и вот этот крот, не помню я как, и енотики. Все они тут есть. Вот, посмотрите, какая прелесть. Дальше вот такой вот разворот. Но это не разворотом, здесь есть разворотом, а есть страницами. Малышам, наверное, сложновато будет разворот. Ну и плюс здесь объем достаточно большой. Хотя, с другой стороны, очень мелкое что-то детям хоть и полезно, но сложно красить, наверное. И здесь вот такой, знаете, размер. Не скажу, что прям огроменный, но и не мелко. Даже вот листики, цветочки вполне приемлемого размера. Посмотрите, какая прелесть. Море. Купаются, загорают. Даже как познавательный, наверное, можно с ними, вот, как я уже сказала, мы вот с девчонками листали, смотрели, они показывали, вот собирают морковку, яблочки, там, грибочки. Здесь тоже купаются, загорают, строят. То есть даже поболтать можно. Мяч играют. Очень такая замечательная раскрасочка, позитивная, то есть ничего лишнего, никакого... Что могло бы, да, сказать, фу, зачем здесь рисовали? Нет, здесь такого нет. Все просто замечательно. Вот, альпинисты. В поход пошли, да, ребятня, скажем так. Вот, играют в пиратов, спасают принцессу. По-моему, серия была с динозавриками. Тоже, смотрите, какая прелесть замечательная. Вот такие вот. Красотульки, красотульки. Вот такие вот иллюстрации здесь. Ну, просто вообще вот бомбезно. Даже самим можно посидеть, пораскрашивать. Я не знаю, бумага здесь самая, что ни на есть обыкновенная. Навряд ли она толстая. Но карандашами можно. Я думаю, может, если аккуратно, не мочить сильно. И детской акварелькой тоже вполне можно будет пораскрашивать. Смотрите, зима. Тут даже, кстати, я вот некоторые, да, странички: зима, весна, лето, осень. Вот конкретно прям совсем зима. Здесь опять... Ну, здесь они, я так понимаю, в домике сидят. Ну и последнее. Что-то мастерят, в космос собрались. Вот такая вот замечательная раскрасочка, огроменная, да,
Так, ну что у нее здесь? Серия супер раскраска с наклейками мимишки, да, издание для досуга, читательские, да, так, для младшего школьного возраста. Вот такая вот замечательная книженция. Угу. Город Ярославль. Самоклеющаяся, обложка мелованная. Так, печать, офсетная бумага. Ну, все, торговый дом, Print House. Ну, в общем-то, ничего примечательного. Так что вот такая вот замечательная. Их две. Одну, вот видите, успела еще у них урвать, пока в чистом виде вам показать. Так что, если увидите, ну, можно смело покупать. Замечательная раскраска. Дальше. Еще хотела момент рассказать, показать, не знаю. В общем, у меня осталось пару иллюстраций в раскраске. Я решила их уже докрасить. И когда начала красить, ну, здесь вот еще как-то я вот докрасила, да. В каких-то моментах некоторые фломастеры начали прям совсем подводить, некоторые вообще не пишут, некоторые приходится, в общем, выдумывать, мучиться, что и как раскрасить, потому что начали, как я уже говорила, сохнуть, портиться. В общем, беда с фломастерами, поэтому я начала их пересматривать. Хочу сразу ответить на комментарий. Если я не ошибаюсь, сейчас быстро попробую вам ответить. Мне писала Алена Хобби. Ален, привет тебе. Про Кариоку Джой. Они у меня тоже есть. Что вот она протерла салфеткой. Ну, такой же косяк, да, как с Крайолой. И все хорошо. У меня тоже есть Крайола. И Кариока, и Крайола. Ой, есть тоже Кариока, но у меня Джой. Кариока Джой. Так, наверное, возьмем потемнее, чтобы было понятно. Сам фломастер. Есть Крайола, есть Кариока, есть Крайола детские. Вот они детские, было совсем немного. Это была сотня, здесь 30. Ну, было 60, 30 по 30. Ой, 2 раза по 30. В общем, не суть. Кариоке вот этот вот пишущий узел, да, сам кончик, он тонкий, и, ну, у меня нет вообще с ними проблем. Некоторые тут начало появляться что-то как жидкость. Ну, не критично. Видите, они все чистые, я надеюсь. Видно? Вот, они все чистые, без проблем. Пишут идеально, кстати, на удивление. Один уже, видимо, заканчивается. Много сильно голубым красила. Нет вообще с ними проблем, поэтому, да, не знаю. Здесь, ну, вот тоже заплывают чуть-чуть, да, но это не критично. И чистый стержень, вот видите, вообще... Опять не хочет фокусироваться камера. Чистый вот этот вот пишущий узел. Он уже здесь, видите, другой. И он такой, как будто как... Я даже не могу объяснить, из чего он. Все в порядке. И, кстати, они пишут идеально. И мне только черный закончился. Остальные, в принципе, синий начал выображать. Но им уже, слава богу, 2 года. Это не так много, но и немало для фломастера. Идеально пишут, и я вот детский повторила. Я даже где-то видела 36, но вот сглупила, не взяла, потому что ждала сотню. И муж говорит, да зачем тебе? Он тебе скоро 100 придет набор. Я не стала брать, надо было брать. Объясню, что с этими крайолами. Здесь, в общем-то, как и у детских, такой же кончик. Но здесь в данном случае нормально. Я просто выбросила все не пишущие уже крайолы. Я не стала. Я пробовала реанимировать, воды капнуть, одеколона капнуть. В общем, бесполезно. Его вот этот кончик, он становится такой, знаете, комками какими-то прям засохшими. Как будто грязь налипла и засохла на них. Какой-то, и причем цвет такой порой, как будто это плесень. Я пыталась салфеткой протереть. Я пыталась просто разрисовать. Думала, может, подсох, и его так разбарабанила. Я его мыла под краном. Ну, и в смысле не конкретно этот, а у фломастера. Ничего с ним не происходит. Один вроде как отмылся, и даже вроде как писать начал, полежал пару минут на столе, ну, там на салфетке. Через там 20-30 минут я опять его взяла писать, он все умер. То есть, ну, я не знаю, почему они не реанимируются, эти фломастеры. По крайней мере, у меня не получилось. Почему заговорила именно сейчас? Я снимала целое видео. Меня просили показать все свои фломастеры. У меня их немало. Точнее, у меня их, ну как, да, у меня их немало, но и не прям супер много. Вот, допустим, сейчас здесь, вот здесь у меня с собой
Центропен пастель. Вот эти, кстати, фломастеры идеальные. Они все пишут, по-моему, 12 здесь, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, да, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, 12. Идеально все пишут. Не засохли, не просохли, не, в общем... Ну, я мало, в общем-то, и раскрашивала, но, тем не менее, нисколько лежат, они не испортились. Есть Faber-Castell, вот обычные. Половина не пишет. Ну, я выкинула уже 3. Я просто начала снимать. К чему я сейчас это все говорю? Я начала снимать видео. Не знаю, мне первая часть куда-то делась, поэтому да. И здесь я выбросила, по-моему, 3 или 4 фломастера. Черный, коричневый, еще какой-то. 3 или 4 фломастера пришлось выкинуть. Вот все, что осталось. Но, кстати, какой-то я взяла, начала из них рисовать. Уже опять сейчас не вспомню быстро. Он не пишет. То есть на выкраске он вроде пытался писать, но опять не пишет. Так, Faber-Castell, да. Кариока, вы уже поняли, у меня есть. Есть Animal Planet. Есть Faber-Castell Grip. Есть Ikea. Вот эти Мола или Мола, я уж не знаю, как их тут правильно распределить. У них тоже такой же, кстати. Есть Штедлер. Большой набор. Дальше есть, ну, понятное дело, Крайола, Кариока. Есть детские есть обычные китайские, есть какие-то очень детские, есть детские, которые я говорила. Сейчас сразу так вам, не знаю, попробую. Не получится, наверное, найти вот эти вот серии. Господи, как они называются? Барамба или как-то так. Хотела быстро, но я их сейчас не откопаю быстро. У меня тут просто еще есть вот такое добро. Вот эти тоже очень хорошие фломастеры детские. Их тоже, по-моему, штук 12 всего лишь было. Но они пишут идеально. У них обычный пишущий узел. Да, немного полосят, не протекают. Пишут идеально. Я их покупала задолго до того, как снимать уже на ютубе именно раскраски. Они идеально пишут. Есть Muppet Jungle и Muppet Океан. Ну, вот эти лучше. Просто я сейчас не вспомню, какие из них какие. Так... Yellow. По-моему, вот эти вот Jungle, вот эти Океан. Но могу ошибаться, может и наоборот. В общем, не знаю. Единственный косяк, они начали, когда долго сидишь, красишь, видите, слазит, оно как будто прилипает. Ну, на пальцах нет, но пальцы вот чуть-чуть красятся, видите. Цветные я сейчас сидела, зеленым красила. С ними вот такая вот бывает печалька. А в целом неплохие фломастеры, не протекает ничего. Что еще есть? Есть еще вот такой Китай, но скорее писали на сайте фломастеры, но скорее это браши. Хотя я не совсем их вообще не могу понять, браши это все-таки или фломастеры. Наверное, фломастеры в форме кистей, просто китайцы, как всегда, заявляют, что это браши. Что еще у меня есть? Дай бог память. Есть фломастеры кисти с фикс прайса, есть просто фломастеры с фикс прайса, есть Берлинга, есть пару детских таких простеньких фломастеров, есть с фикс прайса я покупала, как-то показывала с Микки Маусом. Вот фломастеры. Ой-ой-ой, пытаются пару фломастеров убежать, свалиться. Вот. Я делала выкраску, как я уже повторюсь, снимала видео и не знаю, куда оно, все это хозяйство делось. Вот. Сейчас я вам попробую быстро показать. Я ее, ну вот, допустим, да, я последнее что-то выкрашивала, делала. Все, что есть фломастеры, которые, вот видите, что не пишут, не живые, я уже там от них вот избавилась, какие-то наборы. Больше какие-то меньше, что у меня тут оставалось. Если, конечно, интересно, напишите, я сниму по новой. Но, не знаю. По-моему, вот, судя по расплывчатости, наверное, или пастельные, или что-то в этом роде, вот эти фломастеры. Вот. Ну и, собственно говоря, они потерялись. Этот кусочек видео, а вторую часть без первой как-то вроде, ну, не знаю, снимать. Поэтому, да, я снимала... есть еще фикс прайс 56 цветов. Фломастеры. Выкинула я тоже достаточно прилично. Наверное, штук 30-40 фломастеров. Ну, с каждого в одном 3 фломастера уже не пишут. Да, вот где-то смотришь в другом, там 2 не пишут. Вот здесь вот
уже 4 вижу, вот они, как минимум, не пишут. Вот 5-й, наверное, 6-й, 7-й даже. Ну, то есть где-то тут вот почти, за исключением 2. Это вот, по-моему, Animal. Да, я делала выкраску и выкинула, как я уже говорила, вот синий. И где-то еще какой-то выбросила, не пишет. Но почему еще сейчас начала об этом говорить? Я сделала, видите, выкраску. Они вроде как все пишут идеально. Их, видимо, только на это и хватило. И потом, когда села красить, а он не пишет, фломастер. Представляете? Вот я его взяла. Я просто сейчас не вспомню, какой конкретно. Какой-то взяла. Ну, вот этот, видите, пишет достаточно хорошо. Но мне нужен был, наверное, другой синий. Или я его уже все-таки психанула, выбросила. В общем, на выкраске они все идеально писали. Как только я села раскрашивать в раскраске. И он тут бац и сказал, ну, не буду я рисовать. Все, не найду, я, наверное, от него избавилась. Если найду, покажу. Поэтому, да, нужно будет... Поэтому, собственно говоря, я не переживаю, что не сняла, ну, не покажу вот эту часть, первую часть с фломастером, потому что, видите, какой казус получается. То пишем, то не пишем. Поэтому вот такая печалька приключилась у меня. Конечно же, я дорисую. Это уже вот раскрасила без проблем. Эту дорисую. Ну, еще тут пару раскрасила, чтобы уже, как говорится, ее закончить, раскраску. Она закончена. Тут осталось буквально, по-моему, 2-3 иллюстрации. И то докрасить. Вот видите, я начинала дораскрашивать. И я вам покажу, потому что начаты. Вот. Обязательно покажу уже, как законченная раскраска. Ну и хочу показать. Я в фикс прайсе на днях купила пару, ну, такой набор небольшой маркеров. Упаковку-то выбросила, как я уже сказала, первую часть я потеряла, в общем, от видео. Вот такие вот маркеры, металлики, водные маркеры, потому что ватер. Упаковочка, ну, она обычная пластиковая упаковка была. Вот такие маркеры, они обалденно хорошо пишут. Ну, собственно говоря, вот она выкраска. Вот, наверное, этот фломастер, это вот этот. Видите, как идеально пишут серебро. Так, ну, только если вот площади вот таким образом закрашивать. Если сидеть что-то точечку, это они сами же по себе, поверх потом не очень. Ну, здесь вот, наверное, может высохнуть им давать. Потому что какую-то мелкую деталь начала закрашивать, и не ахти получилось. У меня тоже есть фикс прайс старенький, есть, по-моему, Центропен, если не ошибаюсь, или что-то в этом роде. Ну, вот я покажу еще раз, мало ли, как они пишут. Я надеюсь, вам видно. Хорошие маркеры. Повторюсь, в фикс прайсе взяла. Вот. Ну и где-то мелкие какие-то моменты прорисовывать в раскрасках тоже вполне подойдут. Я больше смотрела, хотела себе, наверное, вот этот. Да. Они все. Они, ну, не так. Тут вот, видите, ничего не просвечивает. Не протекло, не пропечаталось. Можно раскрасить где-то в раскрасках в односторонних однозначно, где более плотная бумага тоже, поэтому, может, кому-то интересно, присмотритесь. Такая обновленная версия, она уже более приятно держать в руках, рисовать, поэтому присмотрите. Сейчас, девочки, есть, потому что вот такие старые, они вот не очень. Сейчас я попробую тут быстро убрать и показать старый вариант, вот такой. Ну, в общем-то, это одно и то же, по большому счету. Тот же прям абсолютно блеск, тот же смысл. То есть, ну, вот сами же по себе они не очень любят, если их наслаивать. Здесь более, конечно, стильно. Все. Были еще где-то, еще один вариант этих маркеров. Я, наверное, их просто не принесла конкретно сюда, потому что это еще не все. Вот. Это что касается фломастеров. Ну и хотелось показать вот эти вот металлики, потому что я говорю, я уже все это разобрала, раздербанила, поэтому да.
Ну, в общем, вот так вот. Я думаю, что я ответила на комментарий. Просто я написала, я ответила на комментарий именно под видео, но думаю, вдруг как-то не так ответила или что. Просто проще показать, да, и более наглядный пример, нежели писать. Не очень я люблю это дело, писать что-то, поэтому проще так. Вот такой вот небольшой был у нас сегодня с вами влог. Надеюсь, кому-то будет, может, полезно, кому-то нет. В общем, маркеры неплохие. И, допустим, вот что-то было новогоднее или что-то металлики раскрашивать, игрушки какие-то, ну, такие яркие детали вполне подойдут. Раскраска просто замечательная. Их там, по-моему, серия разных этих раскрасочек. Не только мимишки из вот такой вот большие. Так что присмотритесь. Ну и в целом это, наверное, все на сегодня. Ничего примечательного. Спасибо, что были, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь. Кому не понравилось, ну, дизлайки. Тоже неплохо. В общем, всем хорошего настроения, вдохновения. Ну и пока-пока.